Девочка прячется под кроватью, и то, что она рассказывает брату, шокирует всю семью. Эйден скинул кроссовки у входной двери, позволив рюкзаку с глухим стуком упасть на пол. В доме было тихо, слишком тихо. Обычно к тому времени, когда он возвращался домой из школы, его младшая сестренка Софи уже прыгала вокруг него, рассказывая о том, как прошел день, или подпевая какому-нибудь мультфильму. Но сегодня ничего. Ни рёва телевизора, ни хихиканье Софи. Только тихое гудение холодильника и ровное тиканье старинных часов в прихожей. «Софи», — хмуро позвал Эйден, но ответа не последовало. Мама все еще была на работе и должна была вернуться домой только через час. Няня всегда забирала Софи к 3:30, а было уже 3:45. У Эйдена слегка скрутило живот. Возможно, Софи была в своей комнате и тихо играла, но она никогда не играла тихо. Он прошел по коридору, его носки заглушали шаги по деревянному полу. Софи он попробовал еще раз, толкнул дверь ее спальни, но там никого не было. Ее розовый рюкзак был брошен на кровать, расстегнут. Половина коробки с завтраком торчала наружу. Ее любимый плюшевый кролик лежал прислоненный к подушке, как будто она клала его туда раньше. До чего? В груди Эйдена что-то сжалось, что-то было не так. Затем послышался звук, тихое шмыганье носом. Его взгляд упал на пространство под кроватью Софи, одеяло, свисавшее с бортика, слегка задрожало. Софи, Эйден опустился на колени, приподнимая край покрывала. Она была там, свернувшись калачиком, все еще в школьной форме. Ее голубое платье помялось, один носок болтался на лодыжке. На ее лице были дорожки высохших слез, большие карие глаза покраснели и припухли. «Софи», — голос Эйдена смягчился, — «почему ты там?» Софи покачала головой, закрыв лицо руками. «Я не хочу раскрываться». Ее голос был тихим и дрожащим, как будто она пыталась снова не расплакаться. Сердце Эйдена бешено колотилось, Софи никогда так не пряталась. Она была ребенком, который слишком громко смеялся, танцевал в продуктовом магазине, всегда бежал обнять его, когда он возвращался домой. «Привет», — нежно сказал он, протягивая к ней руку. «Все в порядке, ты можешь мне сказать». Софи заколебалась, затем медленно выпрямилась, подавшись вперед ровно настолько, чтобы Эйден увидел страх в ее глазах. А затем она прошептала что-то, отчего у него внутри все сжалось, и Эйден замер. На секунду ему показалось, что он ослышался. Мисс Беннет, та самая мисс Беннет, которая носила яркие платья и раздавала наклейки со звездами за хорошее поведение. Та, которая читала истории забавными голосами и всегда улыбалась родителям, когда они провожали ее. Его руки внезапно похолодели. «Софи», — осторожно спросил он, — «что ты имеешь в виду?» Его собственный голос показался ему странным, слишком напряженным, слишком тихим. Нижняя губа Софи задрожала. Она не ответила. Вместо этого она медленно закатала рукав своего платья. На мягкой внутренней стороне ее запястья была отметина. Маленькая, но темная, как будто кто-то сильно схватил ее. У Эйдена перехватило дыхание, на коже его младшей сестры были отметины. Кто-то причинил ей боль. «Это она сделала?» — спросил он, указывая на отметину. Его пальцы дрожали. Софи кивнула, на глаза навернулись слезы. «Она хватает детей, когда никто не видит», — прошептала она. Она говорит, что у нас будут большие неприятности, если мы расскажем». Сердце Эйдена забилось так громко, что он был уверен, Софи это слышит. Мысли его метались. Как давно это происходит? Почему она ничего не сказала? Скольким еще детям причинила боль эта женщина?
Не задумываясь, он заключил Софи в крепкие объятия. Она казалась такой маленькой рядом с ним, ее маленькое тельце все еще дрожало. «Все в порядке», — прошептал он ей в волосы, хотя ничего хорошего не чувствовал. «Теперь ты в безопасности, я обещаю». Софи прижалась к нему, вцепившись пальцами в его рубашку. «Я была напугана», — призналась она тихим голосом. «Я знаю», — сказал Эйден, и у него обожгло горло. «Но ты такой храбрый, что рассказал мне». Он отстранился ровно настолько, чтобы заглянуть ей в лицо. Ее щеки покрылись пятнами, из носа немного текло. Она выглядела измученной, как будто хранила этот секрет долгое-долгое время. «Мы расскажем маме», — твердо сказал Эйден, — «прямо сейчас». Глаза Софи расширились, но что, если... «Нет», — вмешался Эйден, — «никаких «если». Мама знает, что делать, а эта леди, мисс Беннет, больше не причинит тебе вреда». Он встал, потянув Софи за собой. Ее рука казалась такой маленькой в его руке, когда он вел ее на кухню, где к холодильнику был прикреплен магнитом рабочий номер мамы. Его пальцы набрали номер, прежде чем он успел подумать. Каждый звонок казался вечностью. Затем раздался мамин голос. «Привет?» Эйден глубоко вздохнул. «Мам, тебе нужно немедленно вернуться домой». Входная дверь распахнулась еще до того, как Эйден услышал, как машина заехала на подъездную дорожку. Мама, Джулия, стояла в дверном проеме, все еще в рабочем блейзере, ее грудь поднималась и опускалась, как будто она бежала всю дорогу от своего офиса. Ее взгляд метался между Эйденом и Софи, которая сидела, свернувшись калачиком, на диване, прижимая к себе плюшевого зайчика, малышку. Мама вздохнула, опускаясь на колени перед Софи. Ее руки потянулись к ней, затем замерли в воздухе, как будто она боялась прикоснуться к ней. Эйден сказал: «Что-то случилось в школе?» Софи вжалась в подушки. Эйден заметил тот самый момент, когда мама заметила отметину. У нее перехватило дыхание, и пальцы осторожно повернули запястье Софи к свету. На мамином лице дрогнул мускул. «Милая», — сказала мама тем слишком спокойным голосом, который обычно используют взрослые, когда пытаются не закричать, «ты можешь точно рассказать мне, что произошло». Громко тикали часы в гостиной, снаружи залаяла собака. Шепот Софи был таким тихим, что Эйдену пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать. Она дергала руками. Софи продемонстрировала своего кролика, дернув его плюшевой лапкой, и прикрывала нам рот, когда мы плакали. Мама издала звук, как будто кто-то ударил ее, резкий, сдавленный вздох. В течение 3 мгновений она не двигалась. Затем Эйден увидел, как изменилось лицо его матери, превратившись в нечто свирепое и пугающее. «Надевай обувь», — резко сказала мама, вставая. «Мы идем в школу». Поездка в машине прошла в тишине, если не считать того, как побелели костяшки пальцев мамы, вцепившейся в руль, и всхлипываний Софи на заднем сиденье. Эйден то и дело украдкой поглядывал на сестру в зеркало заднего вида. Она прижалась лбом к стеклу, от ее дыхания стекло запотело. Затем зазвонил мамин телефон. Эйден узнал номер школы, высветившийся на экране приборной панели автомобиля. Мама нажала кнопку ответа. «Джулия Монро», — раздался из динамиков мужской голос директора Харриса. «Миссис Монро, я понимаю, что вы расстроены, но, возможно, нам следует обсудить это». «Никаких обсуждений», — в голосе мамы зазвучали стальные нотки. «Мы приступаем». При всем уважении, у мисс Беннет безупречный послужной список. Вы что, не слышали, что только что сказала мне моя дочь?
Голос мамы повысился и прогремел, как раскат грома. Эйден никогда не слышал, чтобы она так говорила. Нет, это не недоразумение. Моя дочь не лжет об этом. Софи вздрогнула от крика. Эйден, не глядя, потянулся назад и обнаружил, что ее маленькая холодная ладошка сжимает его пальцы, как спасательный круг. Директор Харрис продолжал говорить, его слова были мягкими и скользкими. «Процедура требует, чтобы мы провели расследование, прежде чем выдвигать обвинения». Мама издала смешок, который вовсе не был смехом. «Мы уже давно не обвиняем друг друга». Шины машины взвизгнули, когда она резко свернула на школьную парковку. «Сейчас мы переходим к этапу «Покажи мне записи с камер наблюдения». Она повесила трубку, прежде чем он успел ответить. На мгновение единственным звуком, который нарушал тишину, был шум мотора и прерывистое дыхание Софи. Мама повернулась на своем сиденье, ее глаза остекленели. «Софи», — тихо сказала она, — «мне нужно, чтобы ты еще немного побыла храброй. Ты сможешь это сделать?» Софи кивнула, ее подбородок дрожал. Эйден крепче сжал ее руку, когда они шли к дверям школы. Их тени под лучами послеполуденного солнца удлинялись за ними. Внутри этих стен кипела битва, которая вот-вот должна была разразиться. В кабинете директора пахло лимонным соком и старым кофе. Эйден неподвижно сидел на пластиковом стуле, а мама держала Софи на коленях. Директор Харрис, лысеющий мужчина в слишком узком галстуке, облокотился на свой стол. «Миссис Монро», — начал он таким голосом, словно объяснял что-то малышке, — «я понимаю ваше беспокойство, но мисс Беннет работает у нас уже 12 лет. У нас никогда не было ни одной жалобы». Руки Эйден сжались в кулаки, потому что она пугает детей, заставляя их замолчать. Слова вырвались у него прежде, чем он смог их остановить. Брови директора Харрис взлетели вверх. Мама предостерегающе положила руку на плечо Эйдена, но ее собственный голос был резким, как битое стекло, когда она заговорила. «Мой сын прав. Вы не получите жалоб, когда дети боятся заговорить». Она притянула Софи ближе. «Мы хотим посмотреть записи с камер наблюдения в классе». Сегодня директор школы вздохнула, как будто все это было очень неудобно. Для этого требуется одобрение округа. Нет, мама вскочила так резко, что ее стул заскрипел. «Моя дочь пришла домой со следами на запястье, а вам нужны документы?» Тихий звук прорвался сквозь напряжение, хныканье Софи. «Пожалуйста, поверь мне», — прошептала она, и крупные слезы покатились по ее щекам. Что-то промелькнуло в лице директора Харриса. Он посмотрел на Софи, по-настоящему посмотрел на ее заплаканное лицо, на то, как она прижимала кролика к груди, словно щит. Его плечи слегка опустились. «Иди за мной», — пробормотал он. В офисе службы безопасности было тесно и полутемно. Воздух был насыщен гулом компьютерных вентиляторов. Когда они вошли, скучающий техник поднял на них глаза. «Поднимите класс В-12», — приказала директор Харрис. Экран ожил, показывая класс мисс Беннет с высокого угла. Дети сновали вокруг, как муравьи, раскрашивая столы, играя с кубиками. Затем Эйден указал туда. На кадрах было видно, как мисс Беннет склонилась над Софи на коврике для чтения. Ее рука обхватила запястье Софи, слишком резко дернув ее вверх. Софи открыла рот, явно собираясь закричать, но на видео не было звука. Мисс Беннет быстро огляделась по сторонам, а затем потащила ее к шкафу с учебными принадлежностями, тому самому темному углу, который описывала Софи. Мама издала сдавленный звук. Техник остановил кадр. Директор Харрис сильно побледнел. «Я понятия не имел», — пробормотал он, заикаясь. У Эйдена скрутило живот, когда он увидел, как
Софи уткнулась лицом в мамино плечо. Это было доказательством, настоящим, неоспоримым доказательством того, что его младшая сестра все это время говорила правду. Голос мамы дрожал, когда она заговорила. «Немедленно позвоните суперинтенданту и держите эту женщину подальше от детей, пока не будет проведено расследование». Когда они возвращались к машине, Эйден заметил, что Софи стала выше ростом, а ее хватка на маминой руке стала слабее, чем раньше. Послеполуденное солнце почему-то стало теплее, как будто сам мир вздохнул с облегчением. Он понял, что болезнь распространилась быстрее, чем кто-либо ожидал. К следующему утру мисс Беннет была отстранена от занятий, и уведомление разошлось по домам вместе с каждым учеником в ее классе. Эйден наблюдал из окна кухни, как возле школы припарковались фургоны телевизионных новостей, их спутниковые антенны тянулись к небу, как странные металлические цветы. Телефон мамы не переставал звонить. Сначала это был школьный совет, затем другие родители. Кто-то плакал, кто-то был в ярости. Моему сыну снятся кошмары о школе, и я подумала, что он просто драматизирует ситуацию. У моей дочери на руке отметина, которую она не захотела объяснить. Каждый звонок заставлял Эйдена сжиматься в груди. Сколько детей страдали молча. Сколько родителей пропустили знаки, как это чуть не случилось с ним. В тот вечер в доме было по-другому, как-то светлее. Софи рисовала за кухонным столом, пока мама готовила свои знаменитые макароны с сыром, которые она готовила только по особым случаям. Воздух наполнился запахом расплавленного сыра и масла, смешивающимся с тихим мурлыканьем Софи. Когда пришло время ложиться спать, Софи не стала спорить. Она охотно забралась под одеяло, все еще прижимая к себе кролика. Но на этот раз она потянулась к руке Эйдена. «Ты останешься, пока я не засну?» — спросила она, и Эйден кивнул, присаживаясь на край ее кровати. Он наблюдал, как ее веки отяжелели, а дыхание стало медленным и ровным. Мама появилась в дверном проеме, ее глаза были усталыми, но ласковыми. Она жестом пригласила Эйдена присоединиться к ней в коридоре. Находясь вне пределов слышимости из комнаты Софи, мама крепко обняла его. «Ты спас нас, Эйден», — прошептала она срывающимся голосом. Эйден смущенно покачал головой. Нет, Софи была храброй. Мама обхватила его лицо руками. «Вы оба были храбрыми». В течение следующих нескольких недель все изменилось. Школьный совет проводил экстренные заседания. Были введены новые правила, больше камер, более строгая подготовка учителей и, самое главное, обещание прислушиваться к высказываниям детей. У Софи появилась новая учительница, молодая женщина с веселым смехом, которая позволяла своим ученикам называть ее «Мисс Дженни». В первый день учебы Софи в новом классе Эйден заглянул в окно класса во время уроков и увидел, как его сестра улыбается, когда мисс Дженни помогает ей приклеивать красочный рисунок на стену. Если вам понравился этот сюжет, не забудьте поднять большой палец вверх и нажать на кнопку подписки. И дайте нам знать в комментариях, из какой точки мира вы смотрите сериал. Мы рады всем вам. Спасибо, что смотрите.